На канале есть и будут как общие видео по геонодам, так и по применению в отдельных сферах, таких как архитектурная визуализация. Конкретно в этом видео будет разбор примера, который может пригодиться занимающимся motion дизайном, анимацией или NFT. И вот такой зацикленный анимированный эффект, управляемый параметрами в модификаторе геометрических нод. Не спешите выключать видео, если вы используете геоноды для других задач. Тут будет разбор важной ноды, с которой у многих возникают трудности. Это нода MapRange или нода преобразования диапазона. Она используется в этом сетапе трижды. Я не буду строить нодовое дерево с нуля, постараюсь объяснить лишь самые важные части и расскажу о принципах бесшовности анимации, создающих иллюзию непрерывного продолжения, без эффекта склейки и скачков. В описании под видео будет ссылка на файл проекта, можете скачать и изучить самостоятельно. Что можно настраивать в этом сетапе? Тут можно менять скорость, ширину потока шариков, можно менять расстояние спада масштаба до нуля, максимальный размер инстансов, количество инстансов и даже задавать аттрактор для контроля масштаба. Аттрактором будет служить объект empty. Если аттрактор удалить, точкой притяжения вместо него будет нулевая точка проекта. Для тех, кто не знаком с анимацией в блендере, вот здесь есть шкала времени, таймлайн. Она разбита на кадры. Вот это диапазон кадров анимации, который задает пользователь. Если анимация, а точнее какой-то ее фрагмент или шот должен длиться 150 кадров, то можно установить кадры 1 и 150 в полях Start и End. То есть анимация начинается с первого кадра и заканчивается на 150. Если установить здесь 51 кадр, как начало диапазона, то длительность будет 100 кадров. По умолчанию анимация повторяется зацикленно в пределах заданного диапазона при проигрывании, так что тут, к счастью, ничего настраивать не нужно. Вот это размер одного цикла анимации в кадрах, то есть диапазона, заданного на таймлайне. Чтобы анимация была бесшовной, он должен быть равен количеству кадров от стартового кадра до конечного. То есть это значение совпадает со значением n только в одном случае, если старт равен единице. Если значение старт будет 31, а n будет 60, то размер диапазона будет 30 кадров. Дальше рассмотрим три основных принципа создания иллюзии бесшовной анимации в этом примере. Первый – это повторение объектов. В начале и в конце проигрываемого диапазона кадров должны быть визуально те же самые объекты. Повторение задается копированием вот этой группы размноженных шариков. Это просто плоскость, по которой размножены объекты. Сама плоскость не будет видна, а объекты на ней образуют группу. Чтобы анимацию подогнать под проигрываемый диапазон, длина площадки с объектами и скоростью смещения должны быть такими, чтобы за время от первого до последнего кадра диапазона площадка могла пройти всю свою собственную длину. При этом за ней и перед ней должны идти ее копии. Второй принцип – повторения цветов, если объекты разноцветные. Цвета в первом и последнем кадре должны совпадать, то есть на каждой копии группы шариков должны быть те же цвета и в том же порядке, что и в оригинальной группе. Все это создает эффект бесконечной конвейерной ленты. Третий принцип – затухания или спад размера объектов до полного исчезновения. Этот эффект нужен, чтобы зациклить анимацию на небольшом участке, ведь не всем нужна бесконечная конвейерная лента, уходящая за пределы кадра. Теперь инструменты, которыми можно этого добиться. Я покажу в другом файле на простых примерах, как работают отдельные части нодового дерева. И здесь будет три примера, все с использованием ноды MapRange. А в конце я покажу на основном файле, как настроить случайный цвет, который должен повторяться бесшовно. Вот кубик. Я назначу на него модификатор с новым датаблоком геометрических нод, кнопкой New в редакторе GeoNode. Чтобы кубик двигался, я подключаю его к ноде Transform Geometry. Мне нужно сместить объект только по оси Y. Чтобы значение подключить только к одной оси, мне нужна нода Combine XYZ. Она собирает вектор из трех числовых значений. Этот вектор я подключаю к сокету Translate, то есть перемещению. К сокету оси Y я подключу ноду SceneTime, и тут у меня два варианта. Нода SceneTime выдает значение текущей секунды и кадра, как на таймлайне.
У меня есть специальная нодовая группа для отображения значений в viewport. Я подключу к ней значение SceneTime. Секунды seconds – это значение с дробной частью, а кадры frames выдают целое число, несмотря на то, что типом данных у обоих сокетов является число с плавающей точкой float. Кадры в блендере являются неделимым значением, именно поэтому тут целое число. Если я подключу значение seconds к компоненту y вектора перемещения и включу проигрывание анимации, то за 1 секунду кубик пройдет 1 метр. Эта длина в геометрических нодах не зависит от настроек единиц сцены. Даже если в качестве единиц заданы дюймы или сантиметры, геоноды все равно используют метры. Если я подключу кадры, то за 1 кадр объект сместится на 1 метр, а за 60 кадров уже на 60 метров. Но я буду использовать кадры, потому что они дают более предсказуемый результат. Смещение в секундах для того же диапазона кадров может отличаться в зависимости от выставленной частоты кадров в настройках Output. Чтобы изменить скорость, я, конечно, могу просто умножить значение frame на какое-то число, но этот способ мне не подходит, поскольку он не привязан к диапазону кадров цикла. Чтобы сделать эту привязку, я использую ноду MapRange. Эта нода преобразует диапазон кадров от 0 до 60 в новый диапазон, используемый для смещения объектов. Я задаю его. Здесь значение 60 зависит от конкретного размера цикла, поэтому оно будет вынесено в параметр модификатора. Начало диапазона toMin я оставлю на нуле, а конец toMax поменяю на любое другое значение. Теперь кубик проходит нужное мне расстояние. Пусть это будет 10 метров или 5. Другой случай использования. У меня есть вот такой объект, сетка, я размножу по ней инстансы нодой InstanceOnPoints. Сейчас у всех шариков одинаковый масштаб. Мне нужно, чтобы масштаб менялся в зависимости от расстояния до какой-то точки. Я создаю ноду Position, которая позволяет получить значение положения объектов, и ноду VectorMath в режиме Distance. Она рассчитывает расстояние между векторами. Можно думать об этом как о расстоянии между точками. Position подключаю в первый сокет. Эта нода говорит: давай для текущей геометрии получим список положений всех элементов. В зависимости от вида геометрии, если выражаться терминами блендера, то в зависимости от домена геометрии это могут быть точки или инстансы. Если это mesh, кривая или облако точек, то это будет список положений точек. А если это инстансы, как в данном случае, то это будет положение инстансов. То есть нода Position позволяет получить список координат каждого инстанса в пространстве, а каждая трехмерная координата – это вектор. На входе в ноде Distance вектора, а на выходе значение float – числа. Эта нода рассчитывает и выдает список расстояний между каждым положением из первого сокета и положением во втором сокете. Сейчас это нулевая точка. Теперь эту длину я подключаю к ноде Scale Instances, к значению Scale. У масштаба, то есть у Scale, значение по умолчанию 1, 1, 1 по трем осям, что соответствует 100%. Вот здесь расстояние примерно 1 метр, а здесь примерно 2. Здесь минимальное расстояние, около нуля. Эти расстояния превращаются в значение масштаба при подключении в Scale. Мне нужно наоборот, чтобы ближе к заданной точке размер инстансов был больше, а дальше от нее уменьшался вплоть до исчезновения. Для этого я снова использую ноду MapRange. Но теперь я и преобразую расстояние в значение масштабов. Чтобы инвертировать масштаб, начальное значение преобразованного диапазона должно быть больше, чем конечное. В исходном диапазоне не рекомендуется трогать минимальное значение, а в преобразованном максимальное. Они должны быть оба на нуле. В исходном диапазоне значение FromMax контролирует максимальное расстояние спада масштаба, а в преобразованном toMin отвечает за максимальный размер инстансов. При нулевом масштабе инстансы визуально исчезают. Переход можно сделать нелинейным. В опциях ноды MapRange есть варианты сглаживания диапазона. Здесь есть важная галочка Clamp, включенная по умолчанию. Она ограничивает преобразование границами нового диапазона, и значения не выйдут за его пределы. Если Clamp отключить, то при достижении максимального расстояния масштаб будет нулевым, как и прежде, но дальше он станет отрицательным. Отрицательный масштаб – это тоже масштаб. Теперь, пожалуй, самый сложный вариант использования ноды MapRange. Это преобразование диапазона из количества копий в их точное положение. Для создания копий используется нода Duplicate Elements в режиме дублирования инстансов.
Задача состоит в том, чтобы копии смыкались краями, не накладываясь и не образуя зазоров. При этом они должны располагаться симметрично относительно начала координат. Слева и справа от оси x должно быть одинаковое количество копий. Если количество копий нечетное, то одна из копий будет прямо по центру, в нулевой точке. Рассмотрим пример с 5 копиями. Нода Duplicate Elements выдает значение индексов копий от 0 до 4, 0, 1, 2, 3, 4. Если их преобразовать в положение по оси Y при помощи нод Combine XYZ и SetPosition, то они распределятся на расстоянии 1 метр друг от друга, так как каждый индекс отличается на единицу. Минимальное значение этого диапазона 0, а максимальное 4. При длине площадки 1 метр центр правой копии будет иметь значение плюс 2 метра по оси Y, а левой минус 2 метра. Копий всего 5, точек 5. Между ними 4 отрезка по 1 метру, отрезков на 1 меньше, чем копий. Расстояние между крайними точками равно количеству отрезков, умноженному на длину копии, то есть ее размеру по y. Это расстояние делится пополам относительно начала координат. При помощи математических нот вычитаем единицу из количества копий. Это количество отрезков. Умножаем на длину площадки. Теперь умножаем на 0,5 для получения координаты крайней правой точки и на минус 0,5 для крайней левой. Теперь можно поменять длину площадки и количество копий, чтобы убедиться, что все работает. Пара слов о том, почему здесь используется именно нода SetPosition, а не Transform Geometry, хотя они вроде бы выполняют схожие функции. Конкретно в этом случае применение ноды Transform Geometry просто невозможно. Дело все в том, что эта нода не поддерживает поле или field. Это такая структура данных, которая представляет собой массив данных, или список, если вам так проще представить. В данном случае это список атрибутов. А к этой ноде нельзя подключить список. При попытке сделать эта связь станет красной. Вот эти круглые сокеты поддерживают только одиночные значения, а вот эти вот в виде ромба это как раз поля. В ромбовидный сокет поля можно подключить одиночное значение, но в круглый сокет одиночного значения поля подключить нельзя. Одиночными значениями можно перемещать, вращать или масштабировать только один объект. Если это множество объектов, то все они будут трансформированы как единый объект. То есть к ноде Transform Geometry нельзя подключить ноды Random Value, Noise, Texture, Position, Normal, Index и другие ноды, данные содержащие поля, которые бы контролировали положение отдельно каждого элемента. Теперь основной сетап. Все начинается с площадки, по которой распределены копии. Это просто плоскость. Ее ширина вынесена в модификатор как параметр Base Width. По этой площадке при помощи нод Distribute Points on Faces и Instance on Points копируются инстансы, в этом случае шарики. Дальше назначается атрибут цвета, но я пока его пропущу, объясню в конце. Создаются копии этой группы шариков, они нужны для повторения, для бесшовности анимации, о чем я говорил ранее. Далее сама анимация, это я тоже уже объяснил по большей части. В исходном диапазоне используется размер цикла в кадрах, он подключается в значение FromMax. И тут вопрос, во что должен быть преобразован этот диапазон кадров. Он преобразуется в смещение. Тут я выставляю новый диапазон от 0 до значения равного длине площадки, по которой размножены инстансы. Вынесенный параметр, изменяющий длину площадки, у меня называется speed, хотя он вроде бы отвечает за размер, а не за скорость. Просто площадка должна пройти всю свою длину за один цикл анимации, и чем она длиннее, тем больше расстояния ей нужно пройти, и тем выше ее скорость. Поэтому и speed. То есть мой объект теперь за 60 кадров проходит расстояние, равное его собственной длине. Зачем же это нужно? Давайте представим, что одна площадка – это вагон поезда, лучше высокоскоростного. У такого между вагонами нет просветов. Когда заканчивается один вагон, тут же должен начинаться следующий. При этом каждый вагон должен визуально совпадать с другим, чтобы глаз не заметил подмены при повторении цикла. Анимация начинается с кадра 1 и заканчивается кадром 60. В первом кадре на нулевой точке, к примеру, находится середина площадки, а в последнем уже середина его копии, но с небольшим смещением. Так и должно быть. Один в один положение оригинальной площадки с инстансами ее копии совпадают, соответственно, в первом и мнимом 61 кадре. В мнимом, потому что он вне диапазона и он не проигрывается. Его роль выполняет первый кадр при повторе цикла.
Если бы положения совпадали в первом и 60-м кадрах, то в цикле было бы два одинаковых кадра, и анимация бы на мгновение залипала, что особенно заметно при невысоком фреймрейте. Здесь спад масштаба, про него я тоже рассказывал. Единственный момент, который следует уточнить, точка, контролирующая масштаб, определяется положением аттрактора. Объект empty добавляется нодой object_info, в которой есть значение location, которое можно использовать для определения точки, от которой вычисляется расстояние до объектов, преобразуемое в их масштаб. Ноду object_info лучше поставить в режим relative. Таким образом, на масштаб инстансов будет влиять как изменение положения самого аттрактора, так и изменение положения объекта с модификатором geoNode по отношению к аттрактору. В противном случае будет влиять только сам аттрактор. А теперь вернусь к цвету. На сферы и инстансы ноды setMaterial назначен материал с именем coloredInstances. Теперь я перейду в редактор шейдеров, он открыт у меня справа. Если в редакторе шейдеров создать ноду object_info и подключить ее значение random к цвету материала, то каждый объект будет иметь свой уникальный цвет в градациях серого. Значение random – это случайное число с плавающей точкой от 0 до единицы для каждого объекта. Если оно подключается к цвету, то числа преобразуются в цвета в градациях серого. Сейчас видно, что анимация потеряла свою бесшовность при повторе цикла. Цвета перескакивают. Чтобы показать, в чем причина, я отключу спад масштаба. Здесь у нас 180 инстансов, но это в 5 копиях группы сфер. В одной группе их 36. Но на выходе их все равно 180, и нода object_info в параметре random назначает уникальное значение для каждого из 180 объектов. А нам надо, чтобы оно было уникальным только для 36 объектов, то есть полученных вот здесь, после ноды instance_onPoints. Это будут уникальные цвета шариков. А потом эти цвета должны повторяться в копиях группы шариков. Поэтому тут придется создать именованный атрибут со случайными значениями от 0 до единицы в геонодах. А потом использовать этот атрибут в шейдере для того, чтобы задать цвет. Здесь сразу после ноды instance_onPoints уже создан именованный атрибут ноды storeNamedAttribute. Тип данных, который нам нужен, float, потому что нам нужны числа с дробной частью, а в качестве типа геометрии или домена нужны инстансы, потому что уникальное значение назначается на каждый инстанс. Нода randomValue генерирует случайное значение float от 0 до единицы. Это вот здесь вот задано прямо в ней. Имя атрибута задается пользователем. Затем назначается материал нодой setMaterial, однако эту ноду можно подключить и до атрибута, это не повлияет на результат. Теперь, когда есть атрибут, который сгенерировал 36 уникальных значений, его можно использовать в шейдере. В редакторе шейдеров я создаю ноду Attribute и вписываю его имя, такое же, как задано в геонодах, в ноде storeNamedAttribute. Если подключить эту ноду к цвету, то можно увидеть, что ничего не получилось. Все инстансы одного цвета. Дело в том, что нода Attribute по умолчанию стоит в режиме Geometry. Но чтобы она работала корректно с инстансами, нужно ноду переключить в режим инстанса. Чтобы превратить эти случайные серые шарики в цветные, используется нода ColorRamp с заданными цветами в режиме Constant, который не создает промежуточные цвета между значениями градиента и позволяет назначить фиксированное количество цветов. Цвета ближе к черному преобразуются в цвета в левой части градиента, а более светлые в цвета в правой части. У меня задано 4 цвета. Если градиент переключить в режим Linear или какой-то еще, эти варианты создают переходы в градиенте, и цветов станет больше. Еще одна вещь, касающаяся материалов в геонодах. Возможно, это баг блендера. Если добавить ноду setMaterial после создания копий групп инстансов, то есть после duplicate elements, то количество геометрии увеличится. Это можно заметить в статистике в viewport, как будто 36 копий шариков превратились в один mesh. Потом этот mesh, в котором геометрии в 36 раз больше, чем в одном шарике, уже размножен несколько раз как инстансы. При этом на выходе будет отображаться то же количество инстансов, что и без ноды назначения материала. Вот сколько копий в первом дублировании, то есть в ноде instance_onPoints, во столько раз и увеличится количество геометрии.
Такое происходит не только с нодой Duplicate Elements, но и при дублировании уже размноженных инстансов другими способами, даже просто при копировании вручную такими нодами, как Transform Geometry и SetPosition, и при повторном использовании Instance on Points. В простых сетапах с небольшим количеством инстансов это не доставит особых проблем, но если копий сотни или тысячи, или копируемый объект тяжелый, то увеличение геометрии негативно скажется на производительности. Чтобы избежать проблем с геометрией, ноду setMaterial нужно подключить перед Duplicate Elements. Это можно сделать в любом месте, до и после ноды атрибута, и даже до ноды Instance on Points. Материал можно назначить на mesh, который будет размножен, и это никак не повлияет на результат.